Буэнос ночес, дорогие подписчики и зрители. После насыщенного событиями дня в Марокко приземляемся в аэропорту Тенерифе Южный уже поздно вечером. Покупаем абонемент на сутки и ждем автобус. Ну, типа вот тут автобус, но банкоматы тут везде. Вскоре появляется номер 343, который, согласно карте, идет до Коста-Адехи. Санта-Крус до Тенерифе. Не спрашивайте, как мы здесь оказались. В общем, вместо Коста-Адехи мы уехали на другой конец острова, в северный аэропорт. Как выяснилось позже, это популярная ошибка у туристов. Глядя на эту дурацкую карту, легко ошибиться, поскольку один маршрут может ходить в разных направлениях, а остановка аэропорт не является конечной. В общем, потеряли 2 часа и в отель заселились глубокой ночью, тоже не без сюрпризов. Обзор отеля Лас Пирамидас смотрите на канале. 10 часов утра, народу пока совсем немного, отсыпаются. Ну так еще бы, они гудят до 2 часов, наверное, здесь в барах. Отрываются, да, а сейчас ходят, но мало. Шикарные виды на вулкан. Вообще скалы такие вот прям подпирают. Мы остановились на 4 ночи в районе Плая де Лас Америкас. Это специально построенный курорт на Тенерифе. То есть это как бы город, полностью состоящий из отелей. Здесь самый комфортный климат, всегда теплее, чем на севере, и дожди бывают очень редко. В Тенерифе зимой это остров топлес. Все здесь ходят топлес, ходят в каких-то как кошмарных шортах, в каких-то задрипонских футболках или вообще без них. Все в шлепках, в общем, как колхозники. Курорт, как будто на даче. И так интересно. Заодно загорать. И все в кафе сидят. Просто мы приехали из Марокко, там себе такого не позволяют. Мы сейчас прошли кафе, оно на солнцепёке, там прям солнце жарит невозможно. И там все сидят топлес, мужики, просто топлес кафе. А это что, Гомера или как? О, класс, все, выходим на пляж. Да, это остров Гомера. Над ним висит такая эпическая туча, очень красиво. Ну, собственно, вот знаменитый пляж Лас Америкас зимой с кучей каменюк. Ну, такое, сильно не впечатляет он. Но люди купаются. Ну, окей, купаться можно. Ну, погода вообще отличная сегодня. Отличный променад. Ну что, как тебе, Артем? Как тебе Тенерифе? Ну, только необычно. Пляжи так себе. Это такой просто пляж, сейчас хороший найдем. Ростислав разрушает какую-то кучу. А на самом деле Плая де Лас Америкас – это единственный каменистый пляж в округе. И даже это не весь пляж, а его часть. Все остальные с приятным мягким песком. Что у нас теннисные корты. Вот мы с океана вот такие уютные дорожки ведут к главным улицам. Красивые такие пальмовые аллейки везде. Вот пальмовая аллея пошла. Здесь пальмовая аллейка. Вот это вот такая особенность этого района Тенерифе. Такие улочки прикольные. Очень красиво, конечно. Особенно после Марокко. Фикусы просто жирные такие. Сочные, как баобабы. Вот за пальмами они не особо тут ухаживают. Они в естественном виде. С желтыми листьями. Да, Артем, это береза. А похоже. Африканская. Вообще не осыпается, в принципе. У нас ему вечно что-то не хватает. Тут у него все прекрасно. Ходили в магазин. Вот это мы купили, весь этот набор, за 35 евро 47 центов. Что тут у нас входит? 5 литров воды, десяток яиц, вино, подсолнечное масло, мороженое, сколько там? 6 по 120, хамон 250 грамм, сок апельсиновый, тунец, соль, сахар, 2 батона, половина дыни, паштет, кофе быстрорастворимый, 2 пива по 0,33 и молоко. Вот чек, можно посмотреть детально. В первый день прогулялись до огромного торгового центра Siam Mall. Там отличный выбор испанской одежды и обуви в том числе. Обзавелись местными симками и уточнили информацию об аренде авто.
сравнении с Марокко тут, конечно, более душный климат. Ветерка тоже нету, но очень душно, влажность высокая. Вон красивые виды, вулкан видно отовсюду практически. Так, по поводу работы местных автобусов ТИЦа. Купили мы проездные на сутки. Вот, и теперь, Абсолютно зря. получается, проведем день в ожидании. Они расписания вообще не придерживаются, ходят как попало. Куда-то исчезают с карты. В общем, стоим уже, наверное, минут 20-25 ждем. Автостанция Коста-дель-Дехо. И вот тут вот подписаны автобусы, которые идут по разным направлениям. Вот, например, Лос-Гигантос идет вот 473 и 477. Ехать из Лос-Кристианос до Лос-Гигантос на автобусах длился примерно час. Выбрались из автобуса кое-как, чуть не опалили, там кондей, так холодно. Живописные скалы. Сейчас на закате они подсвечиваются вот этим заходящим солнцем. Очень такое рельефное освещение получается. Тут у нас виды китообразных, которые здесь обитают. Ничего себе, сколько их. Скалы гигантов – это одна из главных достопримечательностей Тенерифе. Это отвесные базальтовые скалы вдоль западного побережья, достигающие в некоторых местах высоты 500 метров. Во времена Гуанчи, коренных жителей острова, они были известны как Стена Ада. Туристов привлекают живописные виды и удобный пляж с черным песком. А также, наверное, бесконечные лавки с мороженым и прочими сладостями, которых здесь просто какое-то невероятное количество. Ну, тут, собственно, все туристы в эту сторону идут. Сложно ошибиться. Писали про то, что открыт кусочек, но тут вообще все закрыто, огорожено. И плюс еще скалы обтянуты все сеткой. Дует дикие ветрище. Смотрят, вот на солнце жара, а здесь прям холод такой. И проход к пляжу закрыт. Он с 9 до 17 в данный момент. Проверяйте информацию. Да, конечно, это могут быть мелкие иголки. Нет, на Баварии есть такие большие иголки, которые не заметны. Ой, ничего себе. А тут нету иголок. Потрогай, есть, вот они иголки. Нет, здесь нету иголок, здесь пусто. Вон там еще один торчит. Современные автобусы. Обратно приехали уже в темноте. Зато посмотрели закатные пейзажи острова с разных ракурсов. Правда, водитель попалась очень темпераментная, сигналила, не переставая встречным автобусом, и тормозила так, что сумки летали по всему салону. Томный вечер на Канарах. Такой вид. Окрестности, вот моря не видно, да. Это, конечно, плохо. На море и самые лучшие пляжи острова мы посмотрим утром. Не переключайтесь. Улица богатых отелей. У них такие махонькие уютные деревушки, где мы вчера ездили на автобусе. А здесь чисто курортный такой район. Кто купил себе место в дорогущем отеле, да? И вот каждое утро у них концерт вот тут и ремонт. Зато какие виды открываются, да. Лепота. Еще кактусы малыши. Еще не выросли. Мы посадили. Вот для сравнения моя нога. Так, специально для Юлии Борисовны пляж. Песчаный. Плая Дель Камисон. Хороший песок, песчаный вход. Вот такая бухточка с волнорезами. Морская капуста. Запаха водорослей нет совсем, практически. Чистенько.
это Плая де лас Вистас, один из самых больших песчаных пляжей юга Тенерифе. Светлый песок сюда специально завозится из Сахары. Километр. Плая лас Вистас. Доступности и делакса. Да. Остров очень спортивный, везде бегуны, йоги, занимаются разными видами спорта. Мы допешковали до порта. Здесь такой променад поверху идет. И можно вот такой вид заснять. И Тенерифе, конечно, ну, такой очень уютный, приятный остров. В порт Лос-Кристианос постоянно приходят паромы. Это один из портов с самым большим пассажиропотоком на Канарах, так как он соединяет острова Гомера, Йерра и Пальма. С одной стороны выходят люди, а с другой стороны выезжают автомобили. Огромные фуры выезжают с парома. И сразу поехали, наверное, по магазинам развозить товары. Есть меню даже на русском везде. Но здесь, в этом престижном районе, дорогом, английский завтрак стоит 7,75, а у нас около 4-5 евро. Так, ну что, с утра тут открываются кафешки. Вот, ну а что-то магазины такие с вещами, вот, сувенирами чуть попозже откроются. Это типа какого-то такого торгового центра небольшого на берегу, открытого. Вообще мне очень понравился их большой торговый центр возле Сиам аквапарка этого. Сиам Молл, по-моему, называется. Отличный, шикарный выбор, цены замечательные. Очень много испанской именно продукции. Обувь испанская хорошая, мне понравились сандали качественные. В общем, рекомендую всем там закупаться. Вид сегодня обалденный на гору. Ясная погода. Угу. Может, получится взять машину. С облаками тоже красиво было. Красиво, но не так интересно. Ну, просто гора тогда вся была в туче, не видно вершин. Если с утра прям свежо, то через час после рассвета, после восхода солнца, прям чувствуется, уже припекает. Становится некомфортно, хочется заползти в тенек. Если на севере все само растет, то здесь на юге требуется полив. Здесь достаточно жарко и сухо. Много кактусов поэтому. Вот, а пальмы поливают. Вообще, тут весь район, где мы поселились, это самый активный район, самой активной ночной жизнью. А поэтому с утра здесь практически никого не видно. После скромного, но здорового завтрака отправились в соседний район Коста-Адехе с знаменитыми черными пляжами. Злачный уголок фастфудов. KFC, Subway и Макдональдс. Тут какая-то река течет. Текла, точнее. Вот тут шикарная под мостом песчаная скульптура. Смотрите, какие здесь кактусы. Огромные, растут везде. Что негодяй это сделал? На Южном Тенерифе вообще очень много всяких разных кактусов. Мы вчера ехали мимо всяких там полей, ущелий. Вот там они растут разнообразно. В общем, то, что у нас в горшочках, здесь все на улице растет, само собой. Делает скульптуры и за фотографирование с ней деньги берет. С одной стороны такой каменный карьер,
Ага, галечный пляж. А с другой стороны песчаная буточка. Маленькая, ага, уютненькая. Тоже красивая, кстати, вид хороший. Здесь, кстати, такой темный песок. Не сказать, что прям черный, но такой темный. Наверное, местный все. Мы зашли с вами в песчаную бухточку. Сейчас попробуем, как водичка. Ну, вода очень теплая, особенно учитывая январь. А вообще этот пляж называется Троя. Он и соседние с ним награждены голубым флагом за чистоту и имеют очень плавный вход в воду. Также это старые пляжи с полным набором удобств. Здесь есть душевые, раздевалки, спасатели, рестораны, бары и так далее. И пока мы здесь были, погода успела поменяться несколько раз. Темный песок прям так нагревается, классно, слишком тепло, даже на влажном. Вообще мне здесь показался самым уютным, самым приятным пляжем маленьким. Ну что, Ростислав, как тебе вода? Волна пришла. Смыло просто все. Дети просто чумазики все. Песок черный, они все облепленные. А это не чумазы. Соседний пляж такой же, но совсем узкой песчаной полосой. Зато здесь в волнорезе живут огромные черные крабы. Эту штуку вообще с пляжа не видно. Вот мы так посмотрели, ничего не нашли и корячились там на камнях, чтобы помыть ноги и носки одеть. Оказывается, я все время была здесь. Пляжи обустроенные, удобные очень. Мы сегодня чилим, просто гуляем по острову. Никуда не ездим, вчера надоело. Артем и Ростислав пытаются поймать рыбу. Тут прилив сюда волны добивают хорошо. И рыбка оказывается в ловушке. Вот на это смотрят туристы. Мы спустились вниз. Здесь вот такой океан. Тут такие интересные скалы. Реально как дракон какой-то лежит. Сегодня зеленый флаг, сегодня все купаются. Море спокойное. Так, дошли мы до марины местной. Открывается отсюда хороший вид дальше. Прошли по Стайдехо. Вообще классные места на самом деле. Очень уютные, приятные. Плая де ла Пинта. С желтеньким таким песочком. Рядом с яхтенной стоянкой, вот яхточка. Ну, мне показалось не сильно уютно. Сплошная торговля, всем подряд. Ну, такое. Любители. Тренировка, смотрите, замок слепили из песка. И кому понравилось, можете положить монетку. Еще один популярный желто-черный пляж южного Тенерифе – Плая де Фаньяби. Тоже голубой флаг, много лет подряд, очень много отелей и семей с детьми. Приземлились в ресторан. Синий кактус. Это голубой кактус. Да. Пиво по 2,20. Ну, блюдо в среднем по 10-15 евро. Ну, такой вид из ресторана на море. Ну что, дорогие друзья, заказали мы традиционное блюдо Канарских островов. Это картошечка, сваренная в морской соли. Может, и не морской, не знаю. Короче, сморщенные какие-то папусы. Я не помню, как там точно по-испански. Короче, это соусы, которые они тут едят на Канарских островах традиционно. Все, что можно, в него макают, и очень вкусно. Вот, но больше всего мне здесь нравится, конечно, вид. Вид отсюда
суперский, панорамный. Поэтому сюда переселивают ресторан. Ну, картошка показалась обычной, но соусы интересные, да? Да, это очень интересно. Рекомендуешь? Ну да. Вот чем мне нравится Тенерифе? Тем, что здесь даже можно по городу с удовольствием погулять, не обязательно ходить на море. То есть везде очень красиво, зелено. Перепады высот, открываются какие-то виды. Все достаточно ухоженное. Нет никаких пустырей. Ну, конечно, для туристов много развлечений. Вот одна из них. Какие-то гигантские машины. Что-то есть такого красивого. Прикольно, даже можно садиться, залезать, делать фотки. Блин, такой хороший бассейн, но в нем даже никто не купается. Вон купается, смотри. Мало народа, прохладно. Просто один человек. Первый раз в жизни вижу, как алоэ цветет. В общем, на Тенерифе очень нравятся растения. Я так понимаю, потому что здесь лавовая почва, она очень питательная. И хороший влажный климат. Алоэ вера. А сейчас идем по уже знакомой нам улице к ближайшему пляжу смотреть на закат. После заката можно наблюдать массовый отток туристов с пляжа и распределение их по барам. Ночная жизнь, все подсвечивается. Везде люди сидят в барах. Нам очень понравился вот этот зеленый ирландский паб, но туда, к сожалению, была очередь. Мы уже устали к вечеру и не стали ждать, пошли в номер. Тут прям битком все забито. Супермаркеты работают, а время 10 часов. Стендаперы выступают, или кто это, томат, да? Какие-то люди весело. Вот даже в нашем отеле балкон какой-то. Да. Утро нового дня. Машину арендовать не получилось, поскольку был выходной день. Едем в Санта-Крус, столицу острова Тенерифе, на автобусе. То есть снова покупаем проездной на сутки, снова как бы экономим в деньгах, но, к сожалению, теряем во времени. Хотя в этой части острова дороги очень хорошие, и автобус ехал быстро. Меньше чем через час проехали практически весь остров в длину и оказались в Санта-Крус де Тенерифе. Свежо, хорошо здесь, ветерок дует. Ну, кому свежо хорошо, а кому прям реально холодно. А многие в теплых куртках ходят. Воскресенье. Все закрыто. Здесь холоднее заметно. Пасмурно стало. Ну, кто-то все равно, кто-то кутается в толстовке, кто-то так ходит. Вот, ну, пойдем прогуляемся вокруг по окрестностям автовокзала. Ну, миленько, такой европейский городок. Тут же такая улица находится, зеленая, очень красивая. Вот, кстати, здесь ночью здорово. Пешеходная, вся в лампочках. Вообще здесь очень зелено, конечно, как и везде. Давайте по ней пройдем. Вот и фикусы, я понимаю. Трехэтажный дом. Стоит 5. Январь. Вот тут какое-то дерево цветет так пышненько. Мама сейчас начнется дождь. Крупными оранжевыми цветами и красными вон там чуть дальше. Интересно, биологи есть, ботаники? Что это за дерево такое? Очень красивые улицы здесь, тихие, спокойные.
птицы поют. Далее, раз уж был куплен проездной на все виды общественного транспорта, мы решили осмотреть реликтовый парк Анага, находящийся на самом севере. Но оказалось, что там еще холоднее, и мы, хорошенько замерзнув, повернули в сторону Пуэрто-Крус-де-Тенерифе. По дороге посмотрели на жизнь местных жителей из окна автобуса. Вообще, этот район славится своим сельским хозяйством, и особенно банановыми плантациями. Так и оказалось. Весь север острова, он еще более зеленый и еще более цветущий, чем юг. Плюс к этому с правой стороны автобуса открываются захватывающие виды на остров и океан. Ну что, дорогие друзья, опять мы уехали не туда. На этот раз мы уехали вообще на паркинг автобусный. Водитель нас увидев, схватился за голову. Сказал: ну что же вы за люди такие? Надо было раньше выйти вместе со всеми. Потом он нас догнал, махая руками, и сказал: вот ваш автобус, вам очень повезло. Собственно, тут пешком-то было идти минут 20 под горку. Так что мы не сильно тут расстроились. Ну вот так вот, дорогие друзья, Google врет частенько. Красивое место сразу. Балконы. Балконы, на которые спустили всю канарскую сосну в результате. Сейчас она находится под защитой. Какая сосна? Канарская. Она не гниет. Очень долговечная древесина. Чем такая пешеходная улочка? Почему она под охраной? Потому что они почти всю ее вырубили здесь. Смотрите, кто тут из машины выглядывает, какой красавец. Слева можем видеть их национальное состояние. Это вот деревянные балкончики красивые. Вот тут есть город, где этих балкончиков особенно много. В общем, впечатление от севера острова положительное. Здесь прохладно. Прям даже холодно на севере было. Чем ближе к океану, тем сильнее ветер, даже в рыбацком порту. Видим, как продают морепродукты с размерами и с названиями рыбы. Вот это вот один из известных пляжей. Пуэрто-де-ла-Крус. Женщина с рыбами. Турист, фотографирующий женщину с рыбами. Рядом с портом находится батарея Санта-Барбары, укрепление 18 века для защиты порта от пиратов. Отсюда открываются великолепные виды на океан и город. Настоящие пушки. Очень красивые. Очень красивый океан Пуэрто-де-ла-Крус. Здесь такие скалы, что постоянно волны бьют. И когда мы вот там ехали сверху, с автобуса было эту белую пену хорошо видно. И ездим погулять вдоль берега оборудованного. Именно Пуэрто-де-ла-Крус, а не Лас-Америкас, является местом, где зародился туризм на Канарских островах. В 1886 году в этом небольшом порту в долине Ла-Оратава был открыт первый на архипелаге санаторий для приема туристов. Это был также первый испанский туристический центр в Европе. Первоначально он назывался Пуэрто-де-ла-Оратава, потому что был главной отправной точкой вышеупомянутой долины. Хотя с конца XVI века его называли также Пуэрто-де-ла-Крус, потому что новые поселенцы установили крест. Набережная Сан-Тельмо – одна из самых многолюдных улиц старого города. Вереница магазинов, ресторанов на разные вкусы и кошельки. Очень красиво.
красивая набережная в Пуэрто-де-ла-Крус. Кучка ленивых крабов обосновалась на вон том камне. Ждут, видать, когда море им что-то выбросит. А вон цапля белая стоит. Вот такой большущий. Ой, он ушел. Ну, хоть его видно, такого большущего крабика. Сами посмотрите. Еще здесь краб. Но он вообще-то спрятался, его не видно. В Лазерке бананчики вон там растут. И вот там дальше веточка. Для любопытных туристов. Мне Пуэрто-де-ла-Крус понравился больше, как место для прогулок. Там толпы туристов на юге, здесь поспокойнее. И здесь больше не для купания, а для прогулок. Мне это больше нравится. Променады, ресторанчики. Зелено, кстати. Кстати, зелено и, может быть, и прохладно. Цены хорошие, кстати. Набережная Сан-Тельмо выходит к Плая-де-Мартьянес, длинному каменистому пляжу с черным песком. Он не подходит для купания, но круглый год радует серфингистов своими волнами, а туристов красивыми видами. Итого мы посмотрели совсем небольшой кусочек Пуэрто-де-ла-Крус. Но город очень интересный и живописный. Хотелось бы остановиться здесь на подольше. Какие-то махонькие совсем цветочки растут на камнях. И шикарная бугенвилия. На другой день все-таки получилось взять в аренду авто. Спрос на автомобили на Тенерифе стабильно высокий, особенно если вы хотите взять на прокат автомат. Машин на острове не в самом лучшем состоянии, и автоматов мало, они заметно дороже, поскольку ремонт обходится дорого и сервисов недостаточно, и приходится машину для ремонта возить на материк. Водить одно удовольствие. Дороги хорошие, хоть и узкие местами, но трафик очень спокойный. Первым делом, конечно же, едем на Вулкан. Сюда можно доехать на автобусе 2 раза в день в неудобное время, а можно взять экскурсию с группой, но это тоже накладывает свои ограничения. Поэтому самое удобное это, конечно же, на арендованном авто. Но постепенно, так плавненько, пока что дорога идет вверх. Я так понимаю, что все вот эти вот горы, они загораживают, собственно, сам вулкан. Снизу вообще его не видно, ни с какого ракурса. Так, друзья, берите с собой всегда держатель для телефонов, потому что в прокатных конторах их, нет. И вот так вот ехать достаточно неудобно. Наши туристы, мне кажется, на юг едут, потому что нифига туда места не... У местных жителей строительные материалы это мало, они знают делать заборы себе. Он все в цветах. Все утопает в цветах и зелени. По пути проезжаем несколько высокогорных деревень. Здесь выращивают в том числе алоэ, из которого делают косметику, а на местное производство возят туристов. Также можно заехать на местные винодельни. Заезжаем в Вилафор, самый высоко расположенный населенный пункт на острове Тенерифе. За ним мы видим невысокие горы, поросшие сосновым лесом. На самом деле это край гигантской воронки, взрывного извержения, которое произошло примерно 150 тысяч лет назад. По сути, вулкан Тейд и соседние конусы с ним находятся внутри этой огромной кальдеры, размер которой примерно 16 на 9 километров. Это и есть канарская сосна. Раньше она покрывала весь остров, но ее испанцы вырубили, потому что сама древесина очень прочная и не гниет. Из нее сделаны просто знаменитые балкончики. Канарская сосна растет на высоте 1500-2000 метров над уровнем моря и только с подветренной стороны Тенерифе, Пальма, Йерра и Гран-Канария.
Она как губка собирает влагу из облаков, которая, конденсируясь на длинных иголках, стекает вниз, увлажняя почву. Деревья канарской сосны удивительно легко восстанавливаются после пожаров, а их древесина крепкая и огнеупорная, поэтому местные жители нещадно использовали ее в строительстве. До вершины до вулкана Тейде осталось 20 минут подъема. Смотровая площадка. Такой интересный феномен. Снизу дует горячий воздух, прям стоишь на солнце, а сверху задувает холодный. Вот это все одновременно. Очень интересное ощущение. Вот такую машинёшку мы сняли сегодня. Так сказать, последняя из автоматов. То, что осталось. Механики навалом, автоматов почти нет. Ну ничего, слегка она такая подубитая, расхлябанная. Ну, ездит. При подъеме на каждую ступень меняется окружающая среда, очень сильно пейзаж. Дальше уже будет выжженная пустыня. Но пока здесь еще зелень, еще пока сосны встречаются, кустики. Настоящей вершины тут не видно. Ну да, прячется. Там балкончик есть. Хорошо видно соседних островов. Ну да, наверное. Прям там видно, там такие очертания. Ну все, подъезжаем к вулкану. Ну, надеюсь, он сегодня не проснется. Полная парковка. Ну, это одна. Ага. 1980 метров высота. Все, зеленые луга заканчиваются. Это вот сюда вот Ага. сходить. Да. Вау, смотрите, как классно. Камера всю мощь не передает. Ну, тут, конечно, офигенно. Супер-супер виды. За каждым поворотом все круче. Вулкан Тейде – самая высокая точка Испании и Атлантического океана. Если измерять дно океана, его высота 7500 метров. Это делает Тейде третьим по высоте вулканом в мире. Вулкан и его окрестности образуют национальный парк Тейде, который является самым посещаемым национальным парком в Европе. А к 2015 году он стал 8-м по посещаемости в мире. Поэтому, чтобы найти место на парковке, нужно вставать раньше остальных туристов. Наших людей пока не так много на Тенерифе, иначе бы уже с вечера на парковках лежали бы всякие шины и стояли растопырки, обозначающие, что место уже занято. А сегодня парк Тейде – это больше не сам вулкан, а интересная территория почти в 200 квадратных метров, которая его окружает, с многочисленными пешеходными маршрутами и постоянно меняющимися инопланетными пейзажами. Парк пересекает дорога ТФ-21, на которой довольно много парковок, от которых начинаются пешеходные дорожки разного уровня сложности. Как вы могли убедиться, найти свободное место не так-то просто, поэтому, если позволяет высота машины, паркуется на обочине на камнях. Также вдоль дороги много так называемых мирадоров, смотровых площадок, с которых открываются прекрасные виды. Все они обозначены на картах, в том числе на Гугле, и вы можете заранее выбрать наиболее интересные, чтобы запланировать остановку. В Кос-де-Гарсия мы не смогли встать, все запарковано в усмерть. Мест абсолютно нет, очереди. Машин ждут своего места на парковку. Да, сложное время, 11 часов. Это понедельник, друзья, это не выходной день причем. Получается, нужно прям совсем рано сюда приезжать. Подожди, утра. В 6? В 6, Нет, наверное, в 7. В 7 выезжать. Как рассвело там? Да. Нет, ну не в 7, там, в 8. Там. Ну, можно вечером сюда еще приехать, когда все уже рассосутся. Вообще вот эти вот скалы, да, популярные. Угу. Самый такой попсовый маршрут по ним. Ладно, смотрим дальше. Вот еще стоянка. Может, здесь что-то есть. А наконец-то у нас получилось запарковаться прямо напротив канатной дороги.
У Монтанья-Махоа пемзовый конус на одном из самых простых пешеходных маршрутов рядом с Тейде. С него открывается прекрасный панорамный вид на окрестности. Вот такие поля лавы, да, застывшие. Ко мне могла течь. Таких конусов довольно много вокруг вулкана. Они образуются, когда лава слишком вязкая, чтобы течь далеко от жерла. Эта вот белая гора, она состоит из такой вот легкой, очень пористой пемзы, блестящей. Прям видно, что это как будто какое-то стекловолокно. Вот, а там порода красная, красного цвета. А вот эти вот лавовые потоки черного цвета, на которых пока еще ничего не растет, это самые свежие. А им лет 200. И со временем лава приобретает красноватый оттенок. А еще интересный момент. Вот мы приехали зимой, и пейзажи такие довольно унылые. А весной здесь все цветет. Хотя климат очень суровый, растения здесь являются рекордсменами по выживанию, и многие из них не встречаются больше нигде в мире. Смотрите, какая очередь из автомобилей на подъемник. Вон где начинается аж на дороге. Очень-очень популярное место. Даже зимой, даже в понедельник. Потому что на подъемник надо записываться. Да, причем заранее записываться. Причем рейсы подъемник часто отменяют из-за погодных условий. Вот эти перья, кстати, вдоль дороги растут. Которые красные, которые визитная карточка Тенерифе. Дорога до второй остановки очень разнообразная. А можете просто запастись чайком и полюбоваться пейзажами. Но мы тем временем подъезжаем к одной из красивейших остановок – Минас де Сан-Хосе или Шахты Сан-Хосе. Это область парка, максимально похожая на Марс по текстуре и контрасту цветов. Поля покрыты темной и светлой пемзой или фонолитом. В этом месте до образования национального парка работало несколько компаний по добыче и экспорту пемзы, пока в 80-х годах прошлого века горнодобывающую деятельность не прикрыли в национальном парке Тейде. Последнее извержение на вершине Тейде произошло около 2500 лет назад и породило лавас негрос или черную лаву, которая покрывает большую часть склонов вулкана. А далее одно из извержений в XVIII веке уничтожило город и порт Гарачика и несколько небольших деревень. Но последнее извержение произошло в 1909 году в северо-западной части острова, между Лос-Гигантес и вершиной Тейде. Там сейчас находится вулкан Чиньера, самый новый вулкан на Тенерифе. В 2003 году на вулкане наблюдалось увеличение сейсмической активности, и на северо-восточном склоне открылся разлом. Сегодня вулканологи расходятся в оценках безопасности Тейде. Одни считают, что пора активности прошла, а другие предупреждают о возможных катастрофах.
Смотри-ка, и парковка, есть места. Но мы едем на смотровую площадку над облаками. Обсерватория Тейде – одна из самых крупных в Европе, благодаря очень хорошим условиям видимости. Туда можно попасть с групповой экскурсией. Но любой мирадор, то есть смотровая площадка у дороги рядом с обсерваторией, подходит для наблюдения и фотографирования Млечного Пути, созвездий, планет или Луны даже без телескопа. По личным ощущениям, воздух здесь очень сухой, волосы и одежда постоянно электризуются. А эта смотровая площадка называется Торт. Мирадор Ла Тарта. Скала образовалась из нескольких извержений. Слой базальтовой лавы, слой пемзы, слой какого-то другого материала. В целом выглядит очень красиво. В прошлом году на Тенерифе в результате пожара выгорела треть соснового леса. И сейчас мы как раз проезжаем по этому участку. Часть деревьев полностью черные, но если присмотреться, то видны пучки молодых зеленых иголок. То есть сосна уже начала восстанавливаться. Но для полного восстановления ей потребуется около 10 лет. Спускаемся вниз, и солнце внезапно исчезает. То есть мы въезжаем в облака. Как на самолете, заходим на посадку. А пейзажи вокруг становятся все более магическими. Постепенно желтый сосновый лес сменяется эвкалиптовым с вкраплениями каких-то неведомых деревьев. Вдалеке уже виднеется голубое небо, в том месте, где заканчивается эта туча. То есть минут через 10 погода кардинально изменится. Проезжаем аэропорт Тенерифе Северный и город Ла-Лагуна, находящийся уже совсем рядом с парком Анага. Это самая старая часть острова, которая мало того, что образовалась 7-9 миллионов лет назад, но еще и сохранила древнюю флору и фауну. Поэтому сегодня это биосферный заповедник. Парк Анага – полная противоположность парку Тейде. Это место с одним из самых больших скоплений эндемических видов в Европе и одно из самых ценных природных мест острова Тенерифе. Виноград здесь уже не растет, но местные жители успешно выращивают помидоры, картофель и другие овощи и фрукты, в том числе на экспорт. Мы с вами находимся в реликтовом лавровом лесу, которому много-много тысяч лет. Здесь не только лавровые деревья, но и какие-то еще остальные. Если вы листик сорвете, понюхайте, будет прям такой характерный запах супчика. А лес просто шикарный и очень сильно напоминает волшебный лес из «Властелина колец». Только назгулов не хватает.
Здесь всегда влажно, всегда мокро. И мох на деревьях всегда наполнен водой. Так, а это редкий канарский кедр. Какие у него ветки интересные. Загнуты в сторону океана, наверное, по ветру. А в этом реликтовом лесу также много пешеходных маршрутов и смотровых площадок. Домой решили вернуться через Пуэрто-де-ла-Крус и Гарачика. По моему мнению, это побережье самое красивое на Тенерифе. Если вы не любитель часами лежать на пляже, то вам сюда. Во-первых, роскошная природа. Во-вторых, сказочные виды, в том числе на вулкан. В-третьих, не так жарко, как на юге. Заезжаем в Гарачика. До памятного извержения 1706 года он был важным портом, экспортирующим вино и другие местные продукты. Однако извержение, длившееся несколько недель, вылило лаву в старую бухту и фактически уничтожило средства к существованию города. А торговцы стали использовать док Пуэрто-де-ла-Крус. Вулкан Тривьехо, находящийся в 8 километрах от города, в общей сложности извергался 7 раз в течение месяца, а лава спускалась вниз по оврагам, даже не задев некоторые исторические здания, например, церковь Санта-Анна, которую мы сейчас видим в центре. Никто из жителей не пострадал. Потоки лавы, вышедшие к морю, в итоге увеличили территорию муниципалитета, отвоевав ее у океана. Гуляем по Гарачику. Очаровательный городок на берегу океана. Здесь одна церковь, парк, а здесь другая. Мы сейчас с вами пойдем по исторической улице. К сожалению, батарейки сели на камере, поэтому просим прощения за тряску. Снимали телефоном. Это бывший главный город острова. Полезли наверх. И случайно обнаружили садик заброшенный. Видели, как растет авокадо и папайя. Вот авокадины висят. Вон папайя. Кстати, заметьте, здесь рядом нету авокадо. Вот авокадо. Правильно. Всем же интересно, спелое оно или нет, узнать. Вон висит. Что-то оно не сильно какое-то урожайное. Что-то еще есть интересное. А вот наверху много, кстати, его. А ты бы хотела бы взять один авокадо? Нет, я лучше в магазине куплю. Котик охотится за птичкой. Совестный кот. Там эта большая птичка будет на пальме. Ага, вот птичка. Так, все интересно. Вот тут тоже. Зря он сюда, конечно, свесился, все его щупают. Вот как этот турист нерадивый. Пахнет чем? Ничего, собирают мед с него. Ну, сюда привозят туристов буквально на одну остановку. Между ущельем Маска и чем-то там еще. Ну, все понятно, городок маленький, хоть и живописный. Вот эти маленькие птички. Гарачик Кит, познакомьтесь. А это та самая знаменитая скала Гарачика, по названию которой получил имя город. Черная лава в океане со времен того самого извержения. Но нам нужно подняться по серпантину в горы и ехать в сторону Лос-Америкас по не самой простой дороге. Погода отличная, очень тепло, и пока не совсем стемнело, можно любоваться прекрасными видами.
Обратно ехали по дороге ТФ-82, которая плохо освещена, сильно петляет и частично находится в зоне облаков. Поэтому лучше здесь ездить в светлое время суток. Ну или когда очередной вулкан неподалеку извергается, что подсвечивал. Нам едва-едва времени хватило, чтобы до дома вернуться, да? Хотя мы особо нигде не останавливались, так везде галопом пробежали. Максимум, где мы были, это вот на вулкане побродили наверху. И все. Ну, мы смотрели практически все. Вот и улетаем. Аэропорт Тенерифе Южный. Современный, приличный аэропорт. Ну, так кажется, по крайней мере. Ютик тут большой. Идешь и что-нибудь захватишь. Фирменная продукция этого острова, значит, это их соусы. Муха роха, муха что-то там красное, еще какое-то. Ну, Зеленый. но меня не впечатлили они сильно. Соусы и соусы. Сувениров можно набрать. Смотрите, какие прикольные браслеты из вулканической лавы канарской. Причем здесь можно снимать, а в магазинчике, в гаражчике нам снимать не разрешили. Точно такие же. В общем, если вы не успели купить подарки и сувениры на Тенерифе, то всегда сможете это сделать в аэропорту. Выбор неплохой. Ну а мы вылетаем в Рим. Подписывайтесь на наш канал и на группу в Telegram, где мы всегда на связи, отвечаем на вопросы, выкладываем дополнительную информацию. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи!